У меня в руках накладка от фирмы Dr. Niebuhr КО Pro. Это средние шипы с небольшим сцепом. И сегодня мы потестируем и сравним эти шипы КО Pro с обычным КО. Вот. Тестировать будем на основании Dr. Niebuhr Magic Touch. Это очень контрольное основание класса Off-минус. С одной стороны у меня будет КО Pro, а с другой стороны обычный КО. Мы выясним разницу, ну и еще поразмышляем все-таки о технике и стратегии игры вот такими вот шипами, допустим, если они даже будут с двух сторон. Итак, начинаем с подрезок. Тестируем мы накладки в толщине двойной, то есть такая атакующая игра. Подрезать мяч, придать нижнее вращение версии Pro, ну и обычным КО очень сложно. То есть здесь надо толкать мяч, разбрасывать. Только вам срезали, сразу надо следовать такой как бы резкий толчок. Ну я говорю за нападающий стиль. Потому что как-то вот пропилить, он не дает никакого эффекта. То есть все равно летит плоский мяч. И если соперник привыкнет, он будет сразу наносить сильную атаку. Вот. При игре чувствуется версия Pro немножечко жестче. В скорости при подрезке я отличия не нашел. То есть отскок мяча такой же, как у КО, так и КО Pro. Конечно, какие-то агрессивные подрезки легче наносить в версии Pro. Сейчас мы поиграем накат. Конечно же, я отмечу то, что игра накат на накат против такого вооружения очень сложна. Там летит максимально такой как бы мяч без вращения. И, соответственно, спарринг вот тому человеку, который находится с другой стороны стола, приходится или подкручивать мяч, или набрасывать его, потому что просто сыграть накат невозможно. Ну что, я попросил Сергея прокомментировать свои ощущения от игры наката. Понятно, что мячи летели очень неприятные. Вот. Вообще, как играть по этим мячам? Вот там летели мячи, я просто видел даже как бы этикетку мяча, то есть вообще без вращения. Как играть? Да, традиционно очень плоские мячи, очень стелящиеся, их приходится поднимать, либо перекидывать как в бадминтоне на ту половину, ну либо вращать, но накатом играть очень сложно, невозможно. Ну и второй вопрос, который, естественно, более интересен. Чем отличаются? Были ли отличия? Я же играл поочередно обычным КО и КО Pro. Ну, для меня, по крайней мере, в накате отличия были незаметны. Со своей стороны скажу, что действительно мячи летели одинаковые, что от одной накладки, что от другой. Но при ударе ощущения были тоже разные. КО это мягкая накладка, и когда я бью, мяч как бы выстреливает, выпружинивает. Соответственно, где-то удобно подыграть со стола по восходящему мячу. А КО Pro это жесткая накладка, то есть ударил, нету такой пружинки, мяч летит очень ровно. Вот, соответственно, КО получается Pro легче бить более такие завышенные мячи. Можно сразу хлестко ударить, мяч не спружинит и точно попадет в стол. А сейчас мы посмотрим, чем отличаются эти накладки на блоках. Игра блоками. Сергей, что скажешь, как играть против таких блоков? Ну, играть, конечно, неудобно, и поэтому можно сказать, что КО Pro разница в чем, что КО Pro летит ближе к сетке и по более низкой траектории, а обычный КО летит глубже, все-таки выше над сеткой.
От себя отмечу, что действительно КО Pro легче сыграть короткий мяч, потому что губка жесткая, ты подставил, мяч четко упал. Обычный КО все-таки есть вот эта пружинка, и мяч может немножечко завыситься. Хорошо, но вообще какие-то летят мячи, удобно играть по таким блокам? Неудобно, плоские мячи, и возникает непреодолимое желание подрезать. И как раз начало по подрезке мы попробуем поиграть и КО, и КО Pro. КО Pro. Что можно отметить в начале по подрезке? Ну, ключевым является то, что справа надо открыть немножечко ракетку и нанести удар, то есть не надо обкручивать мяч, потому что даже если он полетит, там полетит плоский, медленный мяч. Лучше открыть и ударить. Слева можно сделать вообще просто кистевой, вот, можно добавить предплечье, ну и тоже такое короткое движение, как выстрел с пистолетом. Разница КО Pro от обычной версии, все-таки вот эта жесткость позволяет более сильно начать атаку. Из-за мягкой губки порой мяч выплевывается, выстреливается за стол. Здесь же более жесткая версия позволяет как справа, так и слева сразу перейти к таким резким атакующим ударам. Контратаки, что можно сказать? Здесь я отмечу, что контратаковать мне было лично удобнее справа, как КО, так и КО Pro. Вот. Ну, может быть, из-за жесткости все-таки вот это удары и переводы, мяч больше попадал в стол, когда я играл КО Pro. Слева же равнозначно, что КО, что КО Pro, тут главное жесткая кисть, вот, и направлять руку вперед. Ни в коем случае не расслаблять, потому что мяч тогда может сорваться. В общем, впечатление об этой накладке при сравнении ее с КО такое двоякое. Например, блоки я считаю, что удобнее делать обычным КО. А, как я уже сказал, контратаки КО Pro. Начало по подрезке КО Pro здесь однозначно легче. Чоп блоки КО Pro. Вот. Скоростная игра, быстрые переводы, здесь я уже встану на сторону обычной версии КО. Что сказать по поводу скорости, то если разница есть, я бы отметил, что они по скорости одинаковые. Но так как сам производитель Нибауэр пишет, что КО Pro быстрее, то быстрота буквально, условно говоря, 5%. Вот. Поэтому, если вам понравилась обычная версия КО, но вы хотите именно губку пожестче, при этом сохранив где-то скорость и усилив там контратаки и начало по подрезке, то, безусловно, я рекомендую вам попробовать такую версию, как КО Pro. На этом все. С вами был Максим Черепнин. До новых встреч! Так, давайте еще раз. Так. Это КО Pro.